В этом выпуске циркачи вместо фигуристов, над Евгением Плющенко уже смеются. Болельщики Евгении Медведевой просят ее не уходить и верят в ее возрождение. Кто и зачем хейтит группу Этери Тутберидзе? А теперь обо всем по порядку. Циркачи вместо фигуристов, над Плющенко уже смеются. 9-летняя Арина Парсегова скрутила в воздухе 12 оборотов на страховке. Прорыв или бессмысленный пиар-ход? После возвращений Косторной и Трусовой к Этери Тутберидзе интерес к тренерскому проекту Евгения Плющенко заметно упал. Но даже лишившись всех звездных фигуристов, Академия двукратного олимпийского чемпиона заставляет о себе говорить. Удивительный прыжок юной фигуристки Арины Парсеговой 12 оборотов вызвал у болельщиков оживленную реакцию, правда, большинство считает трюк бессмысленным пиар-ходом. Почему же над чемпионом снова смеются? Арина Парсегова – одна из тех, кто летом 2020 года перешел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но слава к ней пришла еще задолго до этого. В 5 лет девочка произвела фурор в интернете. На областных соревнованиях в Воронеже во время ее выступления неожиданно отключилась музыка. Но Арина не растерялась и продолжила кататься, а зрители задавали ритм аплодисментами. Видео с героическим прокатом юной фигуристки мгновенно разлетелось по сети и набрало уже более 4 миллионов просмотров. В комментариях под роликом девочку сравнивают с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, которая вместе с Александром Зайцевым продолжила выступление после отключения музыки на чемпионате мира 1973. Пользователи восхищаются стойкостью и находчивостью крошечной спортсменки и уверены, что ее ждет большое будущее. Через 2 года после знакового для нее турнира Парсегова перебралась в Москву. Девочка прошла просмотр у Этери Тутберидзе, но вскоре оказалась в Академии Плющенко в группе Сергея Розанова. В новой школе очень надеется на Арину и ставит с ней масштабные цели. В прошлом году Евгений выкладывал в Инстаграме забавный диалог с амбициозной фигуристкой. «Олимпийской чемпионкой будешь? 1 раз или 2? – спросил Плющенко. 10. – ответила Парсегова. 10? Ничего себе! Это уровень! А чемпионкой мира? Буду. 40 раз! – сказала девочка. Конечно, подобные заявления от 9-летней девочки ничего кроме улыбки вызывать не могут, но потенциал у нее определенно есть. Арина исполняет сложные каскады тройных прыжков и показывает уверенное пластичное катание. Недаром на тренировки к ней частенько захаживает сам руководитель Академии. На одном из последних занятий Плющенко даже помог юной спортсменке исполнить уникальный элемент – аксель 12 оборотов. На всякий случай напомню, что в мире лишь нескольким фигуристкам подвластен тройной аксель, а четверной среди девушек не прыгал никто и никогда. Так что прыжок ученицы Плющенко можно было бы назвать фантастическим, не будь он сделан на удочке. Подобная страховка предназначена для изучения новых элементов, но у Плющенко решили использовать ее в развлекательных целях. Очевидно, что аксель 12 оборотов без удочки прыгнуть просто невозможно. Под видео на странице Плющенко поклонники оставляют восторженные комментарии, но в других соцсетях и на форумах преобладает иная реакция. Для многих болельщиков новый ролик Плющенко стал очередным поводом для насмешек над чемпионом и его академией. Вот и после уникального прыжка его ученицы над Плющенко смеются. Очередной цирк. А без удочки она сколько может? Циркачи вместо фигуристов. Плющенский Дю Солей продолжает смешить народ. Академия чемпионов удочек и тренировок набирает обороты. Но теперь еще 8-мерной лупс, и вперед в цирк. Так и будет на лонже висеть перед судьями. Очередной пиар-ход от Плющенко. Специалисты не верят, что фигуристки когда-либо осилят даже пятерные элементы, не говоря уже о чем-то большем. Так что достижение Парсеговой, по сути, оказалось бессмысленным. Возможно, уникальный прыжок не вызвал бы у болельщиков столь резкой реакции, если бы подопечные Плющенко демонстрировали не только трюки на тренировках, но и высокие результаты на соревнованиях.
А в нынешней ситуации, после ухода Трусовой и Косторной, такие публикации выглядят лишь как способ привлечь внимание к своей школе. Главное, чтобы сама Парсегова не воспринимала подобные челленджи всерьез, ведь от ярлыка чемпионки тренировок очень тяжело избавиться. Совсем недавно стало известно, что известная фигуристка Евгения Медведева не попала в состав сборной России на предстоящий сезон. Евгения Медведева опубликовала пост, дав понять, что понимает решение Федерации фигурного катания России, так как организация должна руководствоваться спортивными принципами при отборе кандидатов в главную команду страны. «Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым», честно написала двукратная чемпионка мира. Болельщики, до сих пор подопечные Этери Тутберидзе, под данным постом Жени, поддерживают любимую фигуристку, выразив надежду, что Евгения еще вернется на большой лед. Спасибо, Женя. Верим и ждем. Женя, мы ждем тебя в новом сезоне и очень хотим увидеть Алегрию и Маскарад. Да-да, и не думай заканчивать. Мы верим в тебя. Всегда с тобой. Очень сильно тебя любим. Женя, вы королева льда. Мы тебя любим. Все будет хорошо. Спасибо тебе, Жень. Женя, ты просто супер. И видеть тебя на льду большое счастье. Здоровья тебе. А там как будет, так будет. Мы тебя любим. И всегда с тобой. Спасибо за пост, Женечка. Мы в этом не сомневались. Любим и ждем. Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков ответил на упрек со стороны олимпийской чемпионки 1994 года в женском одиночном катании Оксаны Баюл. Ранее мексиканская фигуристка Ана Канта Феликс пожаловалась на поведение российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова во время мастер-класса. По ее словам, российских специалистов раздражало, что фигуристы не выполняли их требования, поэтому они прогоняли их со льда. И смешно, и печально, прокомментировал Железняков публикацию об этом инциденте. Все ему смех да смех. Железняков, а почему тебе смешно? За то, что детей выгоняли с тренировок? Я, как любой профессионал, понимаю. Ты смеешься над фигуристами. Вот и надо называть вещи своими именами, написала Баюл. Честно говоря, не вижу вообще никакого смысла ей отвечать. Человек просто пиарится на именах других людей, провоцирует на скандал, чтобы самой поиметь от этого дела. Потому что ее уже все забыли. Поведение Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за гранью добра. Но ерунда же полная. В России, да и во всем мире, всегда выгоняли с тренировок детей, которые ничего не делают. Это практикуется везде. Большой спорт – это всегда преодоление таких моментов. Так что критиковать одних из лучших тренеров в мире за профессиональный подход – просто смешно и печально. Вот и все, сказал Железняков.